У важных историй вышло расследование о взломе компании Микорд, занятой разработкой электронного реестра повесток. В этом материале прекрасно все от первого до последнего слова. Как оказалось, разработкой главного сервиса для потенциальной мобилизации занимается малюсенькая компания из Татарстана. Компании такого масштаба обычно занимаются внедрением 1С. Средняя зарплата там где-то 50 тысяч рублей. Аналитик, представлявший проект в Минобороны, который не вылезал из московских командировок, получал 100 тысяч рублей в месяц, а после бесконечных поездок торговался за прибавку в 35 тысяч. В компании закончилась лицензия на Firewall, что сделало ее внутренние ресурсы легко доступными из внешнего интернета. На компьютерах сотрудников стоит неподдерживаемая Windows 10, а сами сотрудники обменивались друг с другом паролями в Телеграме. Расследование стоит того, чтобы его прочесть. Хорошо виден разрыв между масштабом государственной задачи и ее исполнением. Мы же порассуждаем о том, что это все значит на практике. Да, сегодня у меня день рождения. Спасибо всем за поздравления. Я это очень редко делаю, но сегодня хочу напомнить о том, что можно подписаться на поддержку моего канала через Patreon. Если у вас есть иностранная карта, подпишитесь. Поддержка зрителей помогает каналу не только ежедневно работать, но и делать более сложный проект. Ну все, к ролику. Прежде всего, расследование важных историй подтверждает догадки людей, которые с российским государством знакомы. Ведь одна из главных причин, почему электронная система призыва и мобилизации так и не явлена миру спустя скоро уж 3 года, с весны 23-го, когда была принята вся законодательная рамка, так вот одна из причин заключается в межведомственной конкуренции. Есть Минобороны, и его мотивация предельно ясна. Всосать в этот реестр вообще всех. Получить админку, которая позволит чуть что провести очень четко таргетированную мобилизацию. Чтобы из всех пригодных к войне граждан России точечно выхватить самых подходящих в автоматическом режиме. Сбор 300 различных сведений, большинство из которых вроде как к вопросу пригодности потенциального солдата не имеют отношения, таких как доходы и поездки за границу, подобный сбор может быть пригоден ровно для одного, чтобы составить для себя портрет идеального мобилизованного, который не будет бегать, кричать и сопротивляться, и именно таким отправить повестки. Минобороны хочет всех собрать, про всех все узнать, чтобы сортировать и объединять данные, как ему хочется. Чтобы когда Путин даст отмашку на мобилизацию, не повторилась история 22 года, когда на одного мобилизованного пришлось 3 сбежавших за границу, и всеобщая паника. С другой стороны, есть спецслужбы, которые понимают, к чему это ведет. Если дать возможность всосать в один реестр такой объем данных, то завтра, через месяц или через год он окажется на ближайшем дарк-маркете, а потом в телеграм-ботах. Неизбежность этого все понимают. Равно как и проблемы, которые могут возникнуть, когда внезапно правильные люди или дети правильных людей начнут обнаруживать себя невыездными. За каждой повесткой ты не уследишь. Поэтому спецслужбы приходят с требованием создать механизм бесследной зачистки реестра. Так, чтобы записи о людях можно было удалять полностью или обезличивать. Менять им имена и данные без следа, без логов, на любом уровне. Судя по описанию важных историй, решение это получилось весьма громоздким, с нетривиальной логикой работы. И как-то это решение не реализуй, в том виде, в котором его хочет видеть ФСБ, для Минобороны это будет полный кошмар. Ну представьте, вы собираете супербазу данных, способную добраться до каждого в стране. Но любой человек, имеющий доступ в модуль сопряжения, может удалить оттуда любую информацию, причем не будет возможности узнать, что информация была удалена и кто это сделал. В том виде, в котором это все описано, получается, что примерно на следующий день после запуска электронного реестра появится очень бюджетная услуга по бесследному из реестра исчезновению. Минцифры как заказчик, Минобороны как эксплуатант, куратор в правительстве, премьер-министр, спецслужбы – у каждого из них свое представление о том, как должен выглядеть реестр, что он должен уметь, к какой информации должен иметь доступ. Каждый свое мнение высказывает и выкатывает требования. И вот, между большими людьми в огромных кабинетах зажата крошечная компания примерно на 60 человек из Татарстана, которые работают за 30-80 тысяч рублей. Компания, которая в списке своих льгот и преимуществ прописывает бонус в 200 рублей в день на питание. Это важный момент. Обсудим его сейчас после рекламы небольшой. Посмотрите, пожалуйста.
За 2025 год, если верить заявлениям, в России заблокировали более 1,2 миллионов ресурсов и свыше 250 VPN-сервисов. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Под блокировку попали и популярные VPN-протоколы. Чтобы сохранить свое право на свободный интернет, поставьте VPN, который быстро адаптируется к ограничениям. Например, Blank VPN. Он стабильно работает в России уже 8 лет и разрабатывает технологии обхода новых блокировок одним из первых на рынке. Сейчас у сервиса действует выгодное предложение. По новогодней скидке вы можете подключить Blank VPN со скидкой до 70%. А еще сервис дает целых 30 дней, чтобы вы могли решить, пользоваться дальше или вернуть деньги, если вам вдруг сервис не понравится. Еще одно преимущество. По одной подписке можно подключить к VPN сколько угодно устройств, как своих, так и всей семьи. Это намного выгоднее, чем оплачивать подписку каждому отдельно. При этом Blank VPN не ограничивает своих пользователей в трафике. География подключения 50 локаций. Серверы работают на скорости до 10 гигабит в секунду. С такой скоростью можно спокойно смотреть YouTube хоть в 8К качестве, одновременно играть и стримить. Сервис работает только на выделенных серверах, не записывает и не хранит логи, а поддержка работает круглосуточно и отвечает меньше, чем за 2 минуты. У Blank VPN также есть удобные приложения для iOS, macOS и Android. Подключиться можно буквально в один клик. Если вы хотите попробовать альтернативный VPN, если ваш сервис плохо справляется, сейчас самое время это сделать. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране, используйте промокод CATS, чтобы подписка стала до 70% выгоднее. Устанавливайте себе надежный VPN-сервис, которому можно доверять. Продолжаем. Мы нередко спрашиваем себя, почему из российского государства все течет как из гнилого ведра, почему самая чувствительная информация настолько легко и практически бесплатно доступна. Потому что не надо обманываться картинкой, где чиновники-миллионеры за огромным столом на огромном светодиодном экране представляют друг другу очередной кирпичик в цифровом ГУЛАГе. Непосредственным строительством этого ГУЛАГа занимаются компании, не похожие на Google. У них нет миллионных зарплат для ведущих специалистов, опционов на покупку акций, нет спа-центров прямо в офисе и всего прочего, что обыватель представляет себе при слове «айтишник». Ничего похожего. Реальной разработкой занимается маленькая конторка в провинции. Молодые люди, набранные из вузов без опыта, днем и ночью с переработками и шачат за еду. В конторке этой отвалилась лицензия на Firewall, все сервера совершенно доступны, и никто даже не подумал с этим что-то сделать. На столах сотрудников стоят компьютеры с доступом к секретной информации, но на них стоит Windows 10, который официально не поддерживается, а все его уязвимости хорошо известны. Представлять свой продукт правительству и самому Мишустину, принимать хотелки долларовых миллионеров или миллиардеров, едет человек с зарплатой в 100 тысяч рублей. И после этих бесконечных командировок пытается выбить себе прибавку до 135. Он зарабатывал бы куда больше, если бы на выходе из этой презентации в Минобороны не стал бы возвращаться в Казань, а просто надел бы желтый рюкзак и пошел бы курьерствовать. И такой человек представляет продукт, оперирующий секретными данными, бесконечно дорогими данными. Без этого продукта потенциальное расширение текущей войны до Европы будет практически невозможным. Почему узнать о любом жителе России что угодно можно за 500 рублей, а за несколько десятков тысяч можно мониторить изменения в реальном времени? Узнать данные с вышек сотовой связи и камер с распознаванием лиц. Почему так? Ведь в других местах не так. Так почему у нас так? Потому что непосредственно с вашими данными работает не вице-президент Ростелекома с персональным Версалем на Рублевке. С ними работают люди в крошечных конторках с зарплатой сторожа в Магните, которые, если и не торгуют ими самостоятельно, то настолько задолбаны и демотивированы, настолько не нацелены на проявление инициативы и бдительности, что повесят пароли в каком-нибудь чатике, чтобы коллеги их отмечали на рабочем месте, просто чтобы зарплата текла, пока их там нет. И такой громадный разрыв между управленцами и исполнителями существует во многих сферах. Проекты на миллиарды, проходя множество степеней разворовывания, оказываются в руках людей, которые ходят на очень плохую работу за очень маленькую зарплату. Даже совестно тут задавать какие-то вопросы самой компании Микорд. Такая региональная IT-конторка больше подходит для создания сайтов местной школы, боксерских секций и автоматизации бухгалтерии в таксопарках. Невозможно одновременно платить людям по 50 тысяч рублей, заставлять их работать по 12 часов в день, выполняя противоречивые требования от 5 разных министерств, и ждать, что они будут всерьез воспринимать масштаб и ответственность задачи.
что они отвлекутся от своего гринда и вспомнят, с какими данными работают. Пойдут проверять, работает ли у них фаервол, например. Ведь если не проверять, или если их поймают на обмене паролями в чатиках, то случится страшное. Они потеряют работу с зарплатой в 50 тысяч рублей. Если что-то пойдет не так, ведущему аналитику больше не придется, как ужаленному, мотаться в Москву за 100 в месяц. Очень сильная мотивация. За такую работу все очень держатся, конечно. На нее с большим удовольствием идут квалифицированные люди. Вот потому спустя почти 3 года у нас нет электронной системы воинского учета. Министерство обороны хочет одного, Минцифры другого, ФСБ третьего, а разработчик из Казани с зарплатой в $500 хочет спать на 15-м часу работы. Вот и все. Теперь, что касается мобилизации. Ведь такая система не понадобится ни для чего другого. Регулярный срочный призыв еще с советских времен существовал в неизменном бумажном виде и жрать не просил. Да, от него было легко уклониться, его было легко пересидеть, но и не было задачи всех пропылесосить. Есть план призыва, никуда не денется сельская местность, бедные регионы, национальные республики. В России достаточно медвежьих углов, для которых служба в армии не катастрофа, а социальный лифт. Единственный шанс выбраться. Пока они есть, нет никакой специальной необходимости накидывать цифровой аркан на московского хипстера. Наемники, называемые в официальном обороте добровольцами, это задача регионов, где нет никакой централизованной системы. И не нужна она. Вся вот эта свистопляска, которая обойдется в миллиарды, из которых до разработчиков дойдет где-то по 50 тысяч, может быть осмысленной только как инструмент мобилизации. От системы требуется инструмент хитрой мобилизации, без паники. Не слать повестку Сергею из Новосибирска с зарплатой в 300 тысяч, который за этот год 3 раза был за границей. Он так и так сбежит. Но послать повестку его соседу через 2 дома, без постоянной работы и с долгами на 1 миллион, без загранпаспорта и с долгами по алиментам. Он от нас никуда не денется, ни в какой интернет жаловаться не пойдет. Не мобилизовать много народу из одного места. Сделать так, чтобы мобилизованные не могли организоваться между собой, жили подальше друг от друга, расходились в возрасте и социальном статусе. Ну и по времени растянуть набор. Отправить не 1 миллион повесток за раз, а по несколько тысяч в день. Все это при грамотной реализации технического задания становится вполне реальным. Такой объем данных, который собирает реестр, нужен только для того, чтобы поставить маркетинг на службу мобилизации. Вот как интернет-магазин понимает, что вам подсунуть в рекомендациях, собирая тысячи метрик, так и государство хочет найти для себя идеального мобилизованного, который никуда не денется. Любые дискуссии относительно назначения реестра упираются в его техническое наполнение. Этот инструмент может быть использован только для одной цели. Будет или не будет использован – вопрос другой, но цель это одна – мобилизация. Это все равно, что увидеть молоток и задаваться вопросом, для чего его сделали? Его сделали для забивания гвоздей. Чисто гипотетически его можно использовать и для чего-то другого. Например, подправить дверную петлю, если перекосило. Или использовать для семинара на тему, почему возвращать банку кредиты – это очень хорошая идея. Но в принципе дизайн молотка предполагает забивание им гвоздей. Все остальные применения – вопрос смекалки и приспособления. Так вот так же и с реестром. Его можно использовать для регулярного срочного призыва. Можно использовать, чтобы помогать регионам с поиском наемников. По 300 параметров находить самых уязвимых. Но это все не вытекает из базового функционала. Ради подобного ФСБ не будет торговаться с военными по вопросу механики удаления данных. Не будут собирать межведомственные совещания. Запускать мобилизацию или не запускать – это персональное решение Путина. Нам стоит иметь в виду, что Путин хочет сервис, который позволит объявить мобилизацию в любой момент. И судя по тому, насколько несчастных разработчиков этих торопят, в каком аврале все это делается, Путину такой сервис нужен как можно скорее. Если человеку нужен молоток как можно скорее, то стоит исходить из того, что он собирается забивать гвозди. Это, впрочем, не значит, что он займется забиванием гвоздей прямо сразу, как получит молоток. Если мы хотим предсказать мобилизацию, надо смотреть не на реестр, а на перспективы разрастания войны до НАТО в Европе. Такую войну одновременно и с Украиной, где застряла вся армия, и с Балтией, Польшей или с Германией, невозможно вести, поштучно покупая наемников. Мобилизация в таком случае станет неизбежной. Это все не означает, что реестр делается для войны с Европой. Но без такого реестра о войне с Европой, как и вообще о любом масштабировании текущей войны, можно забыть.
Путин явно готовит себе инструмент для новой войны. Хорошая новость тут в том, что мы теперь понимаем, даже в таком важном для себя вопросе построенный Путиным режим остается собой. Точно так же, как война из блицкрига превратилась в многолетнюю мясорубку, ведь в критический момент оказалось, что разворовано все, включая топливо, также и разработка инструмента цифрового закабаливания растягивается на годы потому, что миллиардный проект упирается в крошечную провинциальную конторку, доплачивающую сотрудникам $3 на обеды в день. Такая вот в реальности у нас картина. До завтра.